Берта! Я не Берта, и я не глухой. Вас зовут Берта, и ваш конь зеленый. Впрочем, да, вы не Берта. Вон она. Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. Бенджамин или Дневник девственника, Benjamin ou le Memoires du Pissot, костюмно-комедийная мелодрама французского режиссера Мишеля Девиля. Очень легкий, очень стильный французский фильм с прекрасными актерами о том, как в галантные времена юноша попадает к тетушке, где все его хотят, и он не против. Но весь фильм ему что-то мешает, и только к финалу... Я ждала, вы не пришли на гумно. Не смог. Идем сейчас. Пора подавать ужин. Ну вот, мною командуют. Заставляют стараться для других, но не для себя. Надоело. Мсье Бенджамен, вы впервые рассердились? Меня рассердили. Я найду вас после ужина. Фильм «Бенджамин» или «Дневник девственника» был номинирован в 1969 году на «Золотой глобус» как лучший иностранный фильм. Картина показывает, как юный 17-летний герой по имени Бенджамин приезжает жить к своей богатой обеспеченной тете и открывает для себя новый дивный мир неги и блаженства, в котором царит любовь, наслаждение, удовольствие, забавы и все то, о чем он раньше не знал. Я тебя слышал. Ты меня поцеловала. Нет. Я почувствовал. Почему не дал знать? Потому что только сейчас понял, что все женщины одинаковые. Я тоже? Да. Почему ты меня ударила? Потому что женщинам нельзя говорить только одно. Что они похожи на других. Фильм «Бенджамин» или «Дневник девственника», актеры и роли. Пьер Клементи, Бенджамин. Мишель Марган, графиня де Воландри, дальняя родственница Бенджамина. Катрин Денев, Ан. Мишель Пикали, граф Филипп, любовник графини. Франсин Берже, Марион, служанка графини де Воландри. Анна Гаэль, Селестин, служанка графини. Катрин Рувель, Викторин, служанка графини. Жак Дюфильо, Камил, дядюшка Бенджамина. Адиль Версуа, замужняя дама, соблазненная графом. Танья Торренс, мадам де Шаттер. Симон Бах, мадам Лятур. Пьете? Алкоголь? Да, я учусь пить. Но зачем? Зачем вы портите ребенка? Не порчу, а учу. Фильм «Бенджамин» или «Дневник девственника», сюжет. Середина 18 века. Главный герой, 17-летний Бенджамин, Пьер Клементи, живет в полуразрушенном родовом замке с престарелым наставником Камилем, Жак Дюфильо. Однако юноше надо выходить в свет, и он отправляется ко двору тетушки графини де Воландри, Мишель Марган, живущей в роскошном фамильном замке и сожительствующей с любовником графом Филиппом, Мишель Пикали, который в свою очередь волочится за всеми аристократками и простолюдинками в округе. Бенджамин прибывает к тетке патологически неопытным, спокойно раздевается при женщинах догола, не понимает, что хотят от него молодые, но спелые служанки и красивые соседки. В конце концов, непорочности его лишает юная девственница Ан, Катрин Денев, которая также избавляется от этого недостатка, чтобы стать любовницей всемогущего графа Филиппа. За что на этот раз? Потому что мне нравится. Анна. Только не говорите пошлостей. Ни пошлости, ни озарения. Я не знаю, что сказать. Внешне пошловатый сюжет не помешал созданию по-настоящему смешной, со вкусом и изяществом снятой комедии «Бенджамин» 1968 года. Фильм не лишен настоящей любовной драмы, за которой очень любопытно наблюдать. Катрин Денев в своей роли прекрасна, выразительна, а граф Филипп вызывает неприличные желания. Много, однако, и забавных моментов, которые тоже доставляют радость во время просмотра «Бенджамина» или «Дневника девственника». Работа оператора создает такой эффект, как будто зритель присутствует рядом, к примеру, прячется за ширмой на летней веранде в глубине сада. Запомнилась шикарная фраза, сказанная героиней Катрин Денев в финале фильма «Benjamin ou le Memoires du Pissot». «Я полюбила его, но он не должен об этом знать». Почему? Разлюбит, я убью себя, а будет страдать, будет любить. Судя по развязке, стратегия выбрана абсолютно правильно. А что до ее деструктивности, то кого это волнует при такой-то скуке в жизни французского аристократа? Я полюбила его с первого взгляда. Но он не должен знать. Почему? Разлюбит, я убью себя. А будет страдать, будет любить.
Очаровательная, снятая с истинным французским изяществом и безупречным вкусом. Костюмная эротическая комедия «Бенджамин» или «Дневник девственника» 1968 года лишена какой-либо пошлости. Очень красивая, спасибо оператору и художникам. И актеры, конечно, блистательные. Мишель Морган, Катрин Денев, Адиль Версуа, как она похожа на свою сестру Марину Влади. И особенно Мишель Пикали в роли графа, настоящий Казанова. И Мишель Морган великолепно в роли Габриэль де Валандри. Немолодая, но красивая и обаятельная женщина, любящая графа и страдающая от того, что не может удержать своего неверного возлюбленного. У Лани красивые глаза. Это правда? А у простаков глупые. И это правда? Простаков с глазами Лани не бывает. Один есть. Стильный, непритязательный и нарочито деревенский. При всем этом глубокий и мощный фильм «Бенджамин» 1968 года. «Бенджамин» или «Дневник девственника» — кино, которое уносит смешную и легкую историю, которое пропитано юмором и сексом. Мне фильм понравился, я могу его порекомендовать к просмотру. Флирт никогда не стареет, оставаясь вечно молодым. Сердцем и душой этого фильма, конечно же, была Катрин Денев. И еще один повод посмотреть эту комедию — это, несомненно, ее участие в ней. В начале картины звучит закадровый текст, два голоса наперебой читают дневник, а в финале этот же текст озвучивают в кадре героя в постели после опыта любви. Для Ан он тоже первый. И композиция закольцовывается тем, что героиня пишет на последней страничке записной книжки Бенджамина. Конец дневника девственника. Я закончила твой дневник. Кое-что добавила. До свидания, Бенджамин. Во вторник, в начале осени, я стал любовником Ан. Вот и весь дневник девственника.